Добрый день, друзья! С вами вновь ваш доктор Куров, практикующий врач-психотерапевт, сексолог и семейный психолог. Сегодня обсудим с вами последних шагов выхода из отношений с тираном. Естественно, с наименьшими потерями. Поехали, друзья! Сразу скажем, для того, чтобы получить близкого тирана, для начала нужно эти отношения в своей жизни допустить. То есть, в принципе, не может быть такого, что вот так живет человек, ничего не делает, примус подчиняет, и вдруг в его жизни появляется тиран. А значит, этот человек появился все-таки не случайно. Если не случайно, то ищем причины такой неслучайности. С какого барабана вдруг кто-то начнет меня ни с того ни с сего прессовать или обижать? Наверняка я возмущусь и дам сдачи. Конечно, выражу какое-то свое отношение, даже к попытке насилия. А если вы не отреагировали, то в следующий раз он обязательно сделает еще один шаг вперед. И степень насилия по отношению к вам с его стороны будет возрастать с каждым разом, с каждой неотреагированной вами реакцией на его агрессию. Выпендриваться будешь, да? Знаешь, что с такими делаю? Еще хочешь? Снимай штаны. Снимай, а то порежу. И такое поведение для людей вполне естественно. И если раз от раза вы предпочитаете не обращать внимания на такое поведение партнеров, то в вашей жизни уже прорастает зачаток тирании. И он будет только увеличиваться с каждым разом, с каждым вашим отступлением. И будущий насильник станет делать все новые попытки ограничить ваше свободное пространство и расширить свое. Народная мудрость гласит: дают бери, бьют беги. Так не бежите. И в итоге возникает обычный взаимозависимый круг тиран-жертва. Вот вроде страдает, злится, хочет порвать с насильником, а реально мало что предпринимает. Экстренный звонок. Алло. Центр помощи жертвам семейного насилия. Чем я могу вам помочь? Меня избил муж. Это случилось впервые? Нет, Как часто муж вас избивает? каждый день. И уже сложились многолетние привычки, замкнутый круг для человека-жертвы, разорвать который ей страшно. Везде больно, и нет гарантии, что кто-то поможет и за вас все волшебным образом решит. А простых-то рецептов выхода нет. Вы все равно не выйдете из таких отношений без синяков и потерь. Особенно если будете продолжать вести себя непоследовательно и нерешительно. Процесс пересмотра устоявшихся отношений не сможет пройти безболезненно, и необходимо приложить немало усилий. Решительно порвать с прошлым и строить иные отношения, непривычные, чуждые еще для вас. Жертва еще долго будет испытывать целый букет неприятных ощущений, неудобств, приучаясь к новым навыкам, которые должны демонстрировать в основном ей. И только потом насильнику ее способность противостоять сложившейся тирании. Но если вам таки удалось увидеть в себе эту склонность поддаваться, пропускать удары, пока не противостоять напору тирана, у вас уже есть шанс выяснить, какие из привычек необходимо пересмотреть. А тиран будет пытаться отвоевать свою былую власть над вами.
Ведь только так он привык ощущать свою ценность и целостность. Ваше новое поведение фактически разрушает всю ее устоявшуюся жизнь, выбивает опору из-под его ног, лишает уверенности, вызывает лютую ненависть ко всему и всем, кого он сможет заподозрить в пособничестве вам, в том числе и в первую очередь к вашему психотерапевту. Как же их ненавидят! Будут манипуляции. Главный референт по кредитам в Brio Federal Saving and Long, вы дали деньги на производство удобрений. Для чего? Для бомб? Да вы что? Вы брали недавно уроки пилотирования? Да. Что за глупость? Зачем вы учили корейский? Вы связаны с северными корейцами? Нет. Что? Вы были женаты всего полгода. Это как-то связано с эмиграцией? Ты был женат? Да. О, это было очень давно. Я хотел тебе сказать. Я собирался ей сказать. Я бы... Колись, Карл, если это настоящий. Обиды, ссоры. Ты знаешь, тут 3 лимона. Что малышка пожелает, непременно получает. Но я просила принести 12 лимонов. А зачем тебе 12? Мне они нужны для композиции в вазе. О, нет, нет, мои диски! Пойду мыть посуду. Хорошо. Неплохо, если бы ты помог. Черт возьми. Нет проблем. Я помогу чуть позже. Только погоняй немного. Гэри, брось, я не хочу мыть посуду ночью. Это займет 15 минут. Знаешь, милая, я настолько устал, мне надо немного расслабиться, посидеть здесь, подождать, пока пища переварится. И, наконец, отдохнуть в тишине и покое. Сделай его, сделай его! Знаешь, мы можем не мыть посуду и сделать это завтра. Гэри, ты знаешь, я не люблю оставлять грязь на кухне. Кто о ней знает? Я знаю. Я потратила полдня, чистила, убирала, готовила, и все это после работы. А ты даже спасибо не сказал и не хочешь помочь с посудой. Прекрасно. Иду мыть чертову посуду. Ах, перестань, не мучай себя, я не этого хотела. Ты же сказала, чтобы я помог мыть посуду. Но мне важно, чтобы ты хотел это сделать. Мыть посуду? Почему я должен этого хотеть? Почему? Вот в этом ты весь. Давай проясним вопрос, хорошо? Ты говоришь, что огорчена, потому что у меня нет явного желания мыть тарелки. Нет, я огорчена, потому что у тебя нет желания даже предложить это сделать. Я же согласился. Я вытянула это из тебя. Знаешь, Брук, ты начинаешь истерить. Не называй меня истеричкой, я не безумная. Я не называл тебя истеричкой. Назвал. Нет, не называл. Я сказал, ты начинаешь истерить. Знаешь что, Гэри, я попросила тебя сегодня только об одной вещи. Принести мне 12 лимонов, а ты принес 3. Господи, если бы я знал, что из-за этого поднимется такой шум, я бы принес домой 24 лимона. Даже 100! Знаешь, чего бы я хотел? Чтобы каждый, кто сидел за этим чертовым столом, был обставлен лимонами. Гэри, это проблема не в лимонах. Но ты только о них и говоришь. Я говорю, что хочу, чтобы ты для меня что-то сделал, но было бы лучше, если бы ты что-то делал без моих уговоров. Шантаж и многое другое. Ну скажи, что со мной не так? Сиськи маленькие, я силиконовые вставлю, губы, нос, что? Я не сплю со своими подчиненными. Значит, в этот раз сделаешь исключение, потому что я не собираюсь вечно жить в бабушкиной квартире и торчать в офисе на зарплате. Я себя не на помойке нашла, мне нужен богатый мужик, и я его получу. Давай, я тебе не мешаю. Ты дашь мне эту работу, понял? Или твоя дочка узнает о тебе много нового. Что смотришь? Лучше представь, как обрадуется твоя пай-девочка, когда узнает, какие услуги оказывает ее папа. До тех пор, пока обе стороны не смирятся со своими новыми ролями или, наконец, не разорвут эти отношения. Так как сделать этот путь изменений более спокойным и относительно безболезненным? Если вы настолько увязли в зависимости от своего домашнего тиранчика, начните хотя бы с того, что заводите свое автономное, личное пространство. Ну, например, первое. Заведите хотя бы банковскую карту, на которой будет аккумулироваться накопленные вами средства. Ай, не хочу в тайне, ай, я такая хорошая, не могу от него скрывать. Или найдите способ отправлять деньги туда, куда он ни при каких обстоятельствах не будет иметь доступа. Это ваши средства. Второе. Постепенно приучайте его к мысли, что у вас могут быть какие-то маленькие, не зависящие от него интересы и хобби. Ну, начните хотя бы с безобидных домашних вышиваний, сборки пазлов или чего-то подобного. Это тоже пространство, маленькое, но ваше. А потом найдите способ посещать
какие-нибудь подобные курсы или сообщества и почаще бывать вне дома. Не думайте, что это не будет встречать сопротивление с его стороны. Не позволяйте тирану и дальше деформировать вашу судьбу. Хватка тиранов крепка, и он добровольно не оставит вас в покое. Чтобы выбраться, придется постараться. Он знает, как и куда надо давить все ваши болевые точки. Терпите и упрямо продолжайте свое движение, преодолевая страхи и нерешительность. Третье. Можете сформулировать или использовать реальные проблемы со здоровьем с тем, чтобы посещать психотерапевта, получить индульгенцию своим отлучкам из дома и новым увлечениям. На какое-то время можете сделать психолога, таким козлом отпущения. Все возможные изменения и возможные изменения в ваших привычках, не принимаем второй половины, объясняйте заданиями врача. Готовьтесь к тому, что при этом психолог будет восприниматься вашей второй половинкой как вселенское зло, которого больше нету. Вас будут убеждать в его некомпетентности, подсовывать статьи, информацию о сосредоточении зла в этих меркантильных созданиях психолога. Чтобы размыть ответственность, заведите несколько разных врачей, разных специальностей, которые с ваших слов будут говорить в унисон. Создавайте для него ситуацию контрастного выбора. Или вы посещаете врачей, или угасаете в отсвете лет, и он остается один, разбитого корыта. Не убивайте себя в реальности. Умирайте, но не смейте поверить сами в свою уже созданную легенду о том, что вы угасаете. При вашей податливости и внушаемости ситуация вполне не фантастическая. Вы можете сами поверить себе. Так вот, это сказка. Четвертое. Внимательно изучайте юридические, правовые и экономические аспекты. Научитесь пользоваться информацией в интернете и советуйтесь с юристами. Присматривайтесь к финансовому поведению партнера. И, как только увидите возможность, тут же манипулируйте раз от раза возникающими трудностями, якобы, чтобы расширить дистанцию с насильником. Участливо предлагайте оформить часть бизнеса или недвижимости на вас, чтобы избежать налогов или рейдерского захвата. Мало ли чего еще вы можете увидеть. А для этого иногда важно оформить якобы фиктивный развод. Вы не обязаны оказаться на улице без всего голой, тем более с детьми. Пятое. И только если совсем не вмоготу, или вы хорошо подготовились к побегу. Не сожалейте и не бойтесь. Даже если поначалу будет тяжело, вы не обязаны оставаться грушей для битья. Ни один человек не заслуживает такой участи. Обрастайте группой поддержки и помощниками. В чатах, в интернете, где угодно. Мир не так злобен и беспринципен, как вы привыкли считать, живя с этим тираном. Понимаете, что столь длительное терпение нанесло в вашей личности, самооценке, глубокие и незаживающие раны. Они еще долго будут стонать, ныть и кровоточить. Ваше отношение к себе настолько необъективно и неадекватно, что без помощи специалиста вернуть к себе нормальные отношения и свою жизнь почти невозможно. Старайтесь не сожалеть о сделанном. И ни в коем случае не оглядывайтесь назад. Скажите себе решительно, бесповоротно: я отрезала и живу дальше счастливо и свободно. Но все шаги и решения, которые мы с вами так легко проговорили, воплотить в реальность очень и очень легко. Нужна длительная, плотная поддержка, совет и сторонние непредвзятые отношения. Думайте, решайте и живите, не страдайте. Надеюсь, вам понравился ролик. Насколько может нравиться такая тема? Делитесь своими мыслями, пожеланиями, вопросами в комментариях под видео, а также вся подробная информация о записи ко мне на прием и консультацию по ссылке ниже. До новых встреч! С вами был ваш архитектор судеб, доктор Куров.